Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 4 по 10 марта. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Неделя удивительная, последующая тоже не менее удивительная, своего рода прелюдия перед коридором затмений, который начнется с лунного затмения 25 марта и продлится до 8 апреля. И это такой судьбоносный период, который для нас, заставит как будто нас принимать важные решения. Где-то в районе 8 апреля и туда немножко дальше, если мы забегаем, могут как-то парадоксальным образом нас сопровождать неожиданности. Или это не конкретно в вашей жизни, я имею в виду, а вообще в целом обстановка как-то может меняться, если мы, где-то примем во внимание планетарные события, что вообще происходит. Поэтому перемены сами какие-то такие скоротечные, быстрые, молниеносные, они предполагаются. Но вот эта неделя, она может как прелюдия означать или те вопросы, которые будут для вас наиболее актуальны на этой неделе, вполне вероятно, продолжают развитие в коридор затмений, вы с чем-то определяетесь, и в последующий период до конца 2024 года это будет для вас в центре вашего внимания. Это такой небольшой экскурс по планетарным событиям, возможностям или теоретически то, что нас может ожидать. Мы же с вами вернемся к нашей неделе. Карта башня выпадает. Вот будьте внимательны. Вы знаете, по карте башни тут может быть по-разному, правда, вот из разряда того, чего я не ждал. Или когда я себе все распланировал, а вот обстоятельства меня перепланировали. Наверное, допускать альтернативный вариант развития событий всегда стоит. Оставлять для себя пространство для маневра, мои дорогие козероги. И, знаете, я должна сказать, до вас я сделала много уже знаков зодиака, как бы таро прогнозов, и у каждого абсолютно знака выпадают старшие арканы. Когда старшие арканы, это не совсем от наших усилий приложенных зависит, или зависит от нашего желания. Скорее всего, это мы действительно как будто на этой неделе можем столкнуться как с какой-то турбулентностью, которая помимо нашей воли. И нам придется с учетом вот этих внешних каких-то ситуаций отстроить свое кредо жизни или свою подушку безопасности, или решить что-то. Не создавайте себе где-то дополнительной опасности. Соглашаясь, может быть, на мутные сделки, или думая, что у меня все под контролем, или ставя перед собой какие-то табу. В любой момент просто ситуация может измениться. Помните это. Может быть, это подсказка на эту неделю, а возможно, вот как раз тем заходом на апрель, о котором я говорила. Но наш еженедельный прогноз будет строиться традиционно на вопросах, что важно знать для вас, мои дорогие козероги, на эту неделю. И неожиданности, чего не избежать, что скрыто узнаем, и по основным сферам жизни. Итак, что для вас важно знать? Чего не избежать? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать, что вас будет радовать? Что скрыто? Может быть, вы чему-то не придаете значения, а может быть, от вас скрывают. Дела, работа, бизнес посмотрим, энергетику, энергия финансов, денежки, личная жизнь. И что же важно? Милый котик ходит по канату между мечами, то направо, то налево. Вроде как выбор нужно делать, но скрыто тысячи неопределенностей. Котик идет с завязанными глазами, он удачно балансирует. С одной стороны, эта ситуация ему помогает вот как раз этот канат как будто нащупать. Он себя слушает более отчетливо, слышит. Это где-то карта интуиции, безусловно. Не случайно у нас словно луна в виде месяца изображена на заднем плане, но как будто выбор надо делать. Или с чем-то нужно определяться. Мы не можем до бесконечности из пункта А в пункт Б ходить. Давайте мы посмотрим, раскроем немножко неожиданности. Вообще по этой карте неожиданностей нет. Единственное, нам говорят наоборот, уделяя внимание тому, что надежно. Если вот этот выбор стоит,
то выбрать нужно, ведь это пентакли, это так выглядит рыцарь пентаклей, тот, который уделяет внимание мелочам, тот, который сам себя продвигает, тот, который строит свое благополучие, не надеясь на авось и на счастливый случай. Поэтому нет мелочей как таковых. У него весь свой успех, и его успех и удача как раз из мелких деталей будет состоять, как вот вам предлагают, мои дорогие козероги, карта. Медленное продвижение – это не неожиданность, но, может быть, для того, чтобы какая-то ваша ситуация продвинулась, нужно, правда, сделать выбор. Это ведь как будто мы куда-то шли, и вот мы оказываемся в этой ситуации, и мы не можем продолжать что-то в прежнем русле или делать так, как нам привычно, знакомо. Здесь нужно выбрать что-то одно. И когда двойка мечей – это два меча. Когда мы говорим выбрать, значит останется один меч. И карта туза мечей называется выход из лабиринта. Вот какой-то словно выход должен быть, мои дорогие. И так, видимо, неспешно, уделяя внимание деталям. Судя по этим двум картам, период достаточно неторопливый, и он требует ваших взвешенных решений. Чему сейчас не время? Думать, что у меня сейчас все буквально схвачено, или я контролирую процесс. Ваша карта. По королеве Пентакли это та, которая умеет создать из какой-то неразберихи порядок. Не время, видимо, отстраивать порядок. Может быть, удержаться время и разобраться время. Но сказать, что что-то вы на далекую перспективу можете с точкой просчитать, вряд ли. Придется планы корректировать. С другой стороны, не время оставлять какой-то один проект или знаете, то дело, которым вы занимались, и сказать, что нет, я теперь буду заниматься чем-то другим. Может быть, вы к этому выводу и придете, но тогда точки, вот эти над «и», следует расставить. Не должно быть тех белых пятен или тех вопросов, которые по прошествию времени нам словно обратно прилетают, и нам приходится решать все заново. Вот не просчитаться с чем-то будет для вас важно. Что же помогает? Давайте посмотрим. Вообще, вот смотрите, нам показана пара, да, чему сейчас не время. И время как будто королю Пентаклей, а не время королеве. Так вот, если мы говорим, посмотрите, разная энергетика, да, хотя и там Пентакли. У нас котик милый зажмурился, лапой придавил Пентакль, ну и в этом сундучке явно там денежки имеется, для надежности придавил с собой. Деньги не тратим. Королева Пентаклей, да, она тоже так вот хвостиком, будем говорить, обвела этот Пентакль. Да, ей нужен комфорт, ей нужен уют. Она создает из сказки практически, она ее превращает в быль, потому что вот тот райский сад, среди которого она находится, она создала по преданию своими руками. Но, видимо, не время сажать вот эти самые цветы или планировать на расширение или обустройство. Деньги сохранять буквально. И деньги – один из способов взаимодействия с миром. Может быть, сами по себе деньги и финансовые возможности будут через неделю-две для вас очень актуальны. Деньги есть, но их пока сохранять. По королю Пентаклей он рассчитывает тоже сам на себя, но он более продуманный, нежели королева Пентаклей. Он не будет где-то думать о комфорте. Он скорее подумает, ну, какие-то составляющие дела, работы, бизнес или продвижение и, опять же, где-то со знаком обогащения. Все же вас концентрируют карты на сохранении денежной энергии, ну и конкретно ваших финансов. Именно для того, чтобы крупное мое желание осуществилось. Вот подумайте, полярные как бы одинаковые энергии и в то же время совершенно разные. Как будто если вы и ваш партнер, к примеру, мои дорогие козероги, оба имеете знаки зодиака, стихии Земли, то вот то, что говорит мужчина, может быть более взвешенно, прагматично, нежели то, что чувствует женщина. Для кого-то и так может быть, почему нет? Что скрыто? Пятерка мечей. Знаете как?
Мы не должны ни с кем поругаться, не должно быть какого-то противостояния. И наша задача примирить непримиримое, правда. У кого-то может быть вопрос, связанный с отношениями, но пятерка мечей нам не говорит не увеличить дистанцию конфликта, это значит согласиться с кем-то, что для нас неприемлемо. Нет, фокус как раз в том, что свои принципы нужно сохранить, но не доказывая кому-то нашу правоту. Быть ловким дипломатом для того, чтобы не осложнить себе жизнь. Вот и все. Чтобы какой-то план действий был осуществлен. Или ваш какой-либо проект. Не замечтаться. Пятерка мечей, пирова победа. Как будто да, победу мы можем даже в споре одержать, но она нам принесет ну, только какое-то разочарование. Будет, знаете, оскомина как будто после этой победы. И, может быть, вот эта двойка мечей нам и говорит, есть желание, да, настоять на своем. Или сказать некоторым персонажам, и, может быть, они вполне заслуживают того, все, что я думаю, наконец. Но карта останавливает, обе карты где-то останавливают и говорят, ты людей не изменишь. Более важно свою стратегию, тактику на далекий период времени для себя выработать. И наоборот, чтобы в вашем окружении, что скрыто, тут же человек может затаиться, понимаете, элементарно, если был какой-то конфликт. Или когда мы не смогли с кем-то договориться, не получилось создать тот вариант, который устраивает одного и второго. Ну вот здесь очень важно не создать себе недругов, которые будут ждать момент, чтобы сделать какую-то подножку. Одним словом, настаивать на своем это не всегда благо. Мы свои сильные позиции, может быть, и подтвердим, но разозлив кого-то, мы себе добавим какого-либо недоброжелателя, который будет, или злопыхателя, ожидать удобного момента, чтобы нам навредить. Вот этого быть не должно. Поэтому, может быть, нам тоже говорит карта, подумай, надежные люди – это залог вашего спокойствия. Вы должны все контролировать. Дела, работа, бизнес. Да, тут, правда, могут как и спорить. Может быть, и обстановка такая где-то турбулентная, когда пытаются на вас воздействовать и говорят, сделай это, не делай то. Или ты должен, или тебе нужно сейчас вот именно этим заниматься. А нам карта говорит, а ты ничего никому не должен. Сохраняй нейтралитет. Не связывайся буквально. Вот рядом пятерка мечей и следом идет семерка жезлов, мои дорогие козероги. Ну, правда, не стоит кому-то что-то доказывать. У вас хватит сил парировать. Но целесообразность, как будто она говорит нет, потому что никому ничего не докажете. Сохраняйте себя от начала до конца и сохраняйте свои возможности, может быть, заработка. Или не согласитесь куда-то потратиться, даже если вас призывают. По семерке жезлов нас всегда к чему-то призывают. Или к работе призывают, или, может быть, и где-то в тратах, или доказывают, что это выгодно, надежно и очень перспективно. А карта нам говорит нет. Лучше отступи полшага назад, займи какую-то нейтральную позицию и понаблюдай, потому что сейчас себя сохранить, деньги сохранить – задача номер один. Финансы. Вот не повторить какой-то прежний промах, понимаете? Десятка мечей – это закрыть дверь в прошлое нам предлагают. Что-то уже не имеет значения. Может быть, для того, чтобы освободиться окончательно от какого-то вопроса, который тянется длительное время, вам и придется за что-то заплатить, дабы закрыть вот как словно какой-то гештальт. Я могу такое предположить, но тогда это должно быть выверено. Ведь у кого-то из вас могут быть вопросы, связанные с судом, например, да? И если это своего рода медиаторство, вы не можете без конца как будто курсировать из пункта А в пункт Б, повторяюсь. Или вот ваш вопрос, если действительно есть какой-то спор, он не может до бесконечности продолжаться. Это, ну, та ситуация, когда мы говорим все на нервах. И все равно договариваться придется, понимаете? И значит, где-то лучше, правда, решить вопрос на берегу, нежели какую-то ситуацию для себя самого затянуть как какую-то безысходность, которая на долгое время вас лишит возможности идти вперед. Вот правда, что-то закрывать как будто нужно. Или отталкиваться от того, что какой-то прежний опыт мы не можем применить к теперешней ситуации. Или, может быть, вопросы недвижимости у кого-то придется решать, потому что прежняя ситуация какая-то тоже закончилась. Вам теперь как-то действовать нужно по-новому. Все, что касается имущества, недвижимости и деньги.
с каким-то новым подходом. Может быть, поэтому нам карта и говорит, тут больше, как будто, вот смотрите, мои дорогие козероги, даже я бы сказала, если мы говорим, есть же финансы, это можно условно разделить сами деньги и все то, что к финансам сводится. Вот как движимое, недвижимое имущество или какие-то вложения, а здесь как будто надо деньги в кучу собрать, понимаете? И не распылять, потому что вокруг вас вот как будто такая обстановка. Может быть, вы что-то в последующие недели, дни передумайте, или уже на этой неделе обстоятельства вас вынуждает принять какое-то решение, и вы поймете, да, сейчас самое главное, это либо наличность, либо мой счет, либо сами по себе деньги, нежели это больше имеет значение, нежели какая-то, ну, может быть, машина, например, или еще какое-то ваше недвижимое имущество. По крайней мере, все карты нам говорят об этом. Не просчитайтесь. Личная жизнь. Вот интересный у вас расклад, мои дорогие козероги. Вот что это может быть? Я анализирую даже не только ваш расклад, а все остальные знаки зодиака, которые я сделала. У вас-то как раз, ну, такая интересная возможность, действительно, как будто знаете, вот сесть буквально, вот как шестерка мечей нам показывает, и отправиться в другую сторону. Или начать какое-то дело свое, может быть, новый вид деятельности, или работу, которая вообще в другой местности, или сменить место жительства. Ну, тут все что угодно. Это карта заслуженного успеха, но это тот успех, который не на этой неделе приходит, а благодаря нашему мужеству, что у нас хватает исследовать непознанные земли без карты или пройти вот даже какой-то этап нашей жизни, словно, ну, в темноте, или когда мы не знаем, что нас ждет в следующий момент. Вот есть такой пункт. Ну, значит, мы получим те бонусы, или у нас получится осуществить желаемое, потому что как и мужества хватает, так и настойчивости. Так вот, на личную жизнь у кого-то переезд, может быть, переезд очень далеко, или переезд с учетом вашей занятости, работы, может быть, релокация офиса, а для кого-то из вас, потому что как-то обстановка меняется. И вы будете тоже где-то менять свои приоритеты на будущее, и, по крайней мере, может быть, вот вам так и придется в неожиданностях принимать решения, что мне надо продумывать, словно какой-то новый путь. Все же рыцарь Пентаклей, он едет, пусть и медленно, но он движется, есть какое-то перемещение, что-то нужно, мои дорогие козероги, менять. И, может быть, к этому обстоятельства вас вынуждают. Не говорят нам здесь о любви, хотя выпадает пара. И я так предполагаю, что на этой неделе в вашей личной жизни, как прежняя неделя была, какая там у вас была ситуация, она просто будет повторяться. Или те вопросы, которые уже были поставлены на повестку дня, они будут продолжены к решению. Но еще и, видимо, есть какие-то обстоятельства, с которыми вам нужно правильно взаимодействовать. Но успех при всем при этом вам как будто обещают. Будьте вот этим замечательным котиком. Это ваша карта сигнификатор, который вот так умеет продуманно и неспешно себе, как и не навредить, приумножить свое богатство, сумеет и отдохнуть, и отстроить любую реальность, ту, которую он захочет. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.